Хочу спросить, видно ли презентацию? Да, видно все, спасибо, хорошо. Уважаемые коллеги, добрый день. Я хочу сказать, что лично с Людмилой Васильевной знаком я не был, но тем не менее считаю ее своим ее единомышленником. Почему? Потому что, в общем-то, единомышленник – это не тот, кто думает одинаково, а тот, кто думает об одном и том же. Русский космизм, в общем-то, для моей работы как учителя, педагога и ученого давно занимает мое внимание, мысли и чувства, и поэтому я предлагаю вашему вниманию результат некоторой своей работы моих коллег по разработке именно педагогических оснований русского космизма. Ну, во-первых, сам термин «вселенная», он имеет не просто некоторое значение, характерное, кстати, только для русского языка, но и призыв, поскольку вселение – это значит вселиться, то есть кто-то, а кто именно человек, призывается вселиться в свой мир окружающий, свой дом. И поэтому этот смысл уже, он как бы характеризует не только космизм, русский космизм, но и те педагогические основания, которые из него следуют. Как, вообще говоря, узнать, что хочет Вселенная от человека? Ну, в общем-то, для этого можно воспользоваться методом подобия. То есть человек, мы знаем, это еще из древности, что как микрокосм некоторый, он подобен макрокосму, окружающему миру. И, по сути дела, все, что есть внутри человека, есть в окружающем мире. Даже если просто разделить человека традиционно на тело, душу и дух, то во Вселенной найдутся каждой этой сфере свои подобия. Так вот, именно через вселение во всех этих сферах в окружающий макрокосм, собственно говоря, и будет происходить реализация того предназначения человека, которое ему заложено Вселенной и обозначено русским космизмом. В общем-то, русские космисты – это плеяда не только ученых, но и художников, мыслителей, поэтов, музыкантов и так далее. Конечно, в научном отношении мы хорошо знаем Чижевского, Циолковского, Вернадского, Умова и других. Но не менее важна именно духовная, просветительская и, в общем-то, художественно-изобразительное, так сказать, творчество Рерихов и то, что поддерживала Людмила Васильевна в этом учении, в этих делах, поскольку тоже это является определенным основанием именно космизма. Но направлений космизма и существует несколько. Это и философия, и естествознание, литература, музыка, космонавтика и педагогика, что, может быть, пока еще менее привлекает внимание людей, но я думаю, что никакое из предыдущих направлений не сможет развиваться, если не будет педагогической системы развития этих направлений. У меня космизм связан не только с профессиональной деятельностью, это моя, можно сказать, родовая, семейное, так сказать, предназначение. И вот еще моя мама Лариса Николаевна Хуторская, которая работала в Калуге, подарила свою книжку, когда я еще был школьником. Книга называлась «Мечта и космос». И вот она подписала ее, эту книгу, «Мечтаю получить от тебя когда-нибудь подобный подарок. Плод твоих раздумий и труда». Это был 1975 год. И, в общем-то, этот завет я попытался исполнить и исполняю до сих пор. Ну, по крайней мере, закончил педагогический институт Калужский имени Константина Эдуардовича Циолковского, потом работал учителем в той школе, где преподавал Циолковский. А в 1990 году уже, когда я занимался научной деятельностью одновременно с педагогической, я ввел понятие, обосновал необходимость создания педагогики русского космизма и ввел это понятие для обозначения именно педагогического направления русского космизма. В общем-то, какие основы в педагогике русского космизма мы считаем значимыми для того, чтобы
разрабатывать и реализовывать определенный тип образования. Первое, я уже говорил об этом, человек подобен Вселенной. И, в общем-то, это подобие, это человек не песчинка в океане, он действительно подобен и полноразмерен ей, только, может быть, не в масштабах, скажем, физических, а в несколько иных. И если, исходя из этого, уже мы понимаем, что смысл образования – это как раз именно вселение в этот окружающий мир, во Вселенную, о чем говорил тот же Циолковский, вводя понятие лучистого человечества как будущего формы человечества, которое распространится по Вселенной. Что же такое вселение? На наш взгляд, вселение – это есть освоение этого окружающего мира. То есть это не просто изучение чего-либо, да, смотрение там в телескоп и так далее, и даже не полеты на ракете. Это освоение через собственное создание продуктов, тех, которые соответствуют осваиваемым сферам. То есть если это механический полет, то значит продукт – это та же самая ракета. Если это эмоциональные сферы, душевные, то это значит чувствование Вселенной. Если это дух, то тоже сообразно ему продукты позволяют вселиться в этот окружающий мир. И если говорить о творчестве человека, по словам Бердяева, это есть выход из себя, то есть из себя настоящего в каком-то смысле в будущему. То есть не обязательно на ракете лететь в космос, во Вселенную, хотя это тоже как бы существует и происходит. Можно и нужно, так сказать, другими сферами вселяться в этот макромир. Что же такое образование с позиции педагогики русского космизма? Во-первых, это образовывание человека. Это не передача опыта предыдущих поколений, как написано во многих учебниках педагогики. Это не подготовка к ЕГЭ и так далее. Это действительно именно в буквальном смысле образовывание внутренней сущности человека, который и, в общем-то, образованием и занимается. И в этом смысле образование, конечно, передать невозможно. Хотя такой термин часто можно услышать, что вот дать образование, дать знания. Знания, как мы знаем, не передаются вообще по определению знаний. Могут быть только результатом деятельности человека. Так вот, освоение неизвестного приоритетнее, чем изучение известного. Мы не говорим, что не нужно изучать того, что было, но то, что было, изучается только в сопоставлении с тем, что создается самим учеником, самим человеком. И поэтому отсюда вывод, что образование – это именно творение, а не присвоение. И в том числе речь идет не об информации, и не только об информации, а именно о реальных продуктах, которые, так сказать, могут создавать и ученики, и маленькие, и большие, и старшие, и студенты, и так далее. О заказчиках образования. Часто почему-то думают, что заказчиками являются чиновники, которые во главе там определенных структур находятся. Но на самом деле, с нашей позиции, которая разработана и опубликована, в том числе и вошла в учебники педагогики, заказчиками образования являются несколько основных групп субъектов. Первый – сам человек является основным заказчиком своего образования. Второе – это его семья, род. Третье – это уже народ, этносы. Четвертое – социум, общество, государство, мир человечества. И самым высшим заказчиком образования человека является Вселенная. Как раз об этом мы говорили в самом начале. И, собственно говоря, образование человека – это есть не что иное, как миссия его во Вселенной, а не просто значит, выполнение заказа, ну, например, там, социума. Нет, социум нужен и важен, но миссия человека все-таки определяется более верхним уровнем. И вселенский компонент содержания образования мы включили в наш проект «Доктрины образования человека в Российской Федерации». Он, кстати, был адресован и президенту, и в Думу, и в министерство, но пока вот только на инициативном уровне происходит реализация этой доктрины, то есть на государственном
она еще не принята. Кстати, государственной доктрины образования у нас не существует. Если кто-то, может быть, не знает, в 2014 году правительство отменило имеющуюся, может быть, не самую лучшую доктрину, но она хотя бы была. Образование сейчас нет никакой доктрины вообще. Есть военные, есть информационные и так далее, но доктрина образования не существует. Это очень большая, я считаю, проблема и недостаток в нашей организации образования в стране. Что касается содержания образования, в общем-то, мы придерживаемся того, что это не информация, которую можно скачать, сдать и так далее. Это именно реальная действительность. То есть основное содержание образования заключено именно в ней. Не только Солнце, Луна, звезды, как космические такие объекты, но и буквально элементарный окружающий мир является содержанием образования, которое дается вот для освоения человеку. И он, в общем-то, его осваивает. Но не надо это забывать, что это именно это, а не информация, является содержанием образования. О внешнем многообразии действительно вокруг много чего, но есть такая категория всеединства. Владимир Соловьев, один из космистов, разработал эту философию всеединства. У Флоренского есть понятие средоточий, таких символов, через которые, в общем-то, можно пройти к основам бытия практически как такой проход, точку, канал. И мы разработали несколько учебных метапредметов, которые называются «Числа», «Слово», «Мироведение», «Культура», которые как раз и посвящены вот этому мета, это стоящее «за», то есть изучению окружающего мира и сущности через его сущности, то есть познание основ. Есть образование, из них я отмечу те, которые нами разработаны нашей научной школой. Ну, во-первых, это личная и личностное целеполагание ученика. То есть пока ученик цель не поставит, нельзя просто что-то ему предлагать, заучить и воспроизвести. Мы разработали дидактическую эвристику как открывающее обучение, то есть как обучение, непрерывно генерирующее образовательные продукты. Для этого есть технология ситуативного обучения, то есть образовательные ситуации, которые создаются, и ученики в них, так сказать, именно познают и осваивают то, что является предметом изучения. Очень важно, что творчество всегда индивидуально, хотя оно имеет и космический общечеловеческий характер. И очень важный момент, касающийся связи времен, то есть Федоров, разработав теорию вот этого воскрешения всеобщего, по сути дела дал основание для того, чтобы именно так относиться, изучать прошлое, для того, чтобы создавать будущее. Ну и главный момент, главная технология обучения в данном случае, как входить в культуру через собственные образовательные продукты. То есть прежде чем изучать, например, картины мира древних или там современных ученых, человек, ученик создает собственную картину мира, ее оформляет, и потом только на уровне сопоставления с культурными аналогами осваивает именно эти аналоги. Методов образования в данном случае много, и многие из них предложили сами космисты. Например, то, что образование нужно начинать с малой родины, то есть не изучать сначала животных Африки, если там человек не был ни разу, а именно начинать со своих там животных, кошка, собака, там еще кто-либо. Это очень важный момент, который, в общем-то, пока не реализован в массовой системе образования. Пути и методы познания отыскиваются в самой реальности. Об этом говорил Флоренский. И он говорил о том, что нужно не просто познавать объекты, а общаться с ними. То есть метод общения – это несколько иное, чем просто метод изучения. Вот в частности, круглое мышление – это разнонаучный подход к познанию объекта, тоже разработан и предложен Флоренским. И важно, что познание и обучение, и образование в том числе происходит с помощью всех качеств человека, а не только интеллекта, например. Это и физические органы чувств, которые должны развиваться, и экстрасенсорные, душевные, духовные и так далее. То есть вот это вот вселение через все сферы, которые есть в человеке. Ну и последнее, чем я хочу завершить, это
есть понятие школы русского космизма, но с одной стороны это понятие трактуется нами как научная школа, то есть вот разработка, проектирование, вот то, что я сейчас в частности изложил до этого, а второе понимание школы как образовательного учреждения, в котором происходит обучение конкретных учеников. И наше предложение, которое, так сказать, мы озвучиваем, это создать такое образовательное учреждение, которое бы называлось «Школа русского космизма». Я думаю, что это был бы большой и серьезный вклад в дело вообще существования и развития русского космизма. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я буду готов на них ответить. Спасибо большое. Действительно очень интересно. Мы надеемся на сотрудничество в рамках вашей создаваемой школы, и что вы нас пригласите, мы сможем внести свой вклад.